Совсем недавно на канале вышло несколько видео, в которых я собрал вот такой старый ПК из далекого 2008-го. Собирал я его под рекомендуемые системные требования GTA 4 и дальнейших тестов этой игры. Эксперименты я провел, вышло целых 2 видео, рекомендую посмотреть. Компьютер же остался, и на него у меня есть еще разные планы. Он выглядит достаточно по-старому, атмосферно и в духе нулевых. Особый шарм придает LT монитор. И я решил, а что если на этом старом ПК запустить по очереди все игры серии Grand Theft Auto, которые выходили на ПК. И как раз я пишу свое впечатление от того, как на этом ПК все это играется и выглядит. Ведь одно дело запускать старые игры на современном железе и новых мониторах, и совсем другое дело запускать старые игры на вот таких аппаратах. Это совсем разные вещи, и те, кто шарит за ретро-гейминг, понимают, о чем я. Сейчас о чем я? А также интересно будет посмотреть, как себя поведет GTA 5 на этом ПК. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте приступим. Первая на очереди Grand Theft Auto, без каких-либо цифр или приписок, просто GTA. Первая часть вышла 28 ноября 1997 года, и в этом году ей исполнится уже целых 27 лет. И это просто невероятно осознавать, насколько много времени прошло и как вообще изменился мир за это время. Когда я затеял все это, то я думал, что единственные сложности, с которыми я столкнусь, это будут проблемы с запуском GTA 5 на этом ПК. Но как оказалось, я ошибался, и первые сложности, с которыми я столкнулся, были именно с GTA 1. В общем, чтобы она запустилась на Windows XP, пришлось попотеть и перепробовать немало разных репаков и версий игры. И как вы можете наблюдать, запустить эту игру у меня получилось. Мы имеем GTA 1997 года. Тогда еще совсем никому неизвестная игра от также никому неизвестных разработчиков DMA Design и Tarantula Studios. Уверен, многим названия этих студий вообще ни о чем не говорят. Игра встречает минималистическим интро и таким же простым меню, где по сути нет ничего. На выбор можно играть за разных персонажей и даже дать свое имя, а за игру здесь начисляются очки, как в каких-то аркадах, чтобы вы потом могли помериться с друзьями, у кого очков больше. Никаких вам сохранений, все по хардкору 90-х. Сохраниться, конечно, возможно, но это происходит между переходами в другие города, до которых еще как-то нужно дойти. Игра стартует без каких-либо вступительных роликов, вид сверху и небольшое сообщение, в котором нам говорят, что нужно куда-то ехать, и вся ориентация в этой игре происходит исключительно по одной лишь стрелке, которая направляет до нужной цели. Никаких радаров и прочего, и это достаточно хардкорно после тех же 3D GTA. С первых секунд у меня сразу появилось впечатление, будто я играю в популярную в нулевые игру на старом кнопочном телефоне. Игра называется Gangster Crime City. Какой же крутой она была в то время. Первая GTA это то же самое, но только раньше и на ПК. Проследовав по стрелке, мне удалось даже добраться до телефонов, которые выдают задания, и взять миссию, в которой я должен найти бензовоз и куда-то его отогнать. И так как я не разобрался в английских субтитрах, я эту миссию так и не прошел. И скажу вам честно, играть в это все сейчас в 2024 году, ну такое. Несомненно, то, что я играю на старом ПК, это вносит свой плюс, и это не выглядит прям уж так ужасно. Возможно, кто когда-то играл в первую GTA, вам было бы вообще просто и кайфово от ностальгии. В целом, это прикольный опыт, на современном ПК точно было бы не так атмосферно, но мне это не особо зашло. GTA 2 это все то же самое, что и первая GTA, но правда уже значительно улучшенная в плане сюжета, количества геймплейных фишек, угара и так далее. В целом чувствуется, что здесь разрабы реализовали все то, что не сделали в первой части. Слоган GTA 2 Respect is everything. В переводе уважение это все. И здесь так заморочились, что даже сделали крутой вступительный ролик на тему GTA 2, в котором кратко поясняют за концепцию игры. Кто не видел, обязательно посмотрите. Во второй части мы играем, угадайте за кого? За всем нам знакомого Клода Спида, который будет в следующей части. Однако действия игры разворачиваются в 2013 году, то есть уже после событий GTA 3, и в городе под названием Anywhere City, то есть город где угодно. По визуалу вторая GTA не сильно ушла от первой, но стиль и графика стали заметно лучше, несмотря что вид здесь также сверху, как и в прошлой части, играть стало приятнее. Город стал более живым и заданий стало также больше. Как это все выглядит на старом ПК с LT монитором? На самом деле круто, без шуток, вживую играть на таком ПК очень прикольно. Изначально абсолютно все играли в эту игру именно вот так, как я сейчас, правда на гораздо более древних машинах. И во всем этом определенно что-то есть. Я не проходил GTA 2, но после Vice и третьей части я играл во вторую. Просто катался и не понимал, что делать, так как привычного радара не было, но мне было и так прикольно кататься по городу и устраивать хаос. Побегав немного сейчас, я поймал себя на мысли, что почему бы и не пройти сейчас GTA 2, но обязательно на старом ПК в такой ламповой атмосфере.
Тройка знаковая часть для меня. Не потому что это была моя первая игра, а потому что это была первая игра, которую я увидел вживую у друга на его ПК. И для меня это был настоящий шок. Как-нибудь я об этом еще отдельно расскажу. GTA 3 мне запомнилась именно такой, какой я сейчас ее вижу. На этом старом мониторе. Все было именно так, один в один. Кстати, на старой системе GTA 3 работает абсолютно нормально. Нет проблем с меню, нет проблем с тем, что авто плохо едет и так далее. Если вы сейчас не понимаете, о чем я, то просто запустите чистую GTA 3 на современной системе. У тройки есть особенность, которой не было в остальных частях. Если в настройках графики включить пункт Trails, то в игре будет задействован визуальный эффект шлейфов или же гостинг на максималках. Я как сейчас помню, что точно то же самое я все впервые увидел где-то осенью 2003 года. И это настолько меня поразило, что я просто стоял, открыв рот, и смотрел. Тройка, как по мне, круто выглядит и сейчас. Особенно с хорошими модами, например, как в этом видео. Играть в GTA 3 на LT монике, я считаю, это лучшее, что может быть. Почему так, нахуй? LT монитор максимально точно и правильно передает цвета. С ЖК тех лет не сравнить. Наступит время, я покажу наглядно, что именно я имею в виду. Какие впечатления от игры на старом ПК? Кайфовые, это реально круто. Играю я сейчас и понимаю, что все именно так, как и было тогда более чем 20 лет назад. При этом картинка, я бы не сказал, что плохая, и мои глаза абсолютно не режут эти текстуры и прочее. Но тут опять же зарешал Моник и чувство ностальгии. В общем, определенно зачет. Что же, дошло время и до легенды. Стоит ли говорить, насколько это культовая игра? Я думаю, это и так всем ясно. Vice City была моей одной из самых первых игр и одной из самых любимых. Ее я люблю сильнее, чем тройку, так как ее теплая атмосфера навсегда отпечаталась в моем сердце. На данном сетапе игра играется просто обалденно. Знаете, это странное чувство, но когда ты играешь на такой ретро-технике в ретро-игру, то ты абсолютно не обращаешь внимания на какие-то текстуры низкого разрешения, на простые модельки, и даже те же склеенные пальцы не кажутся чем-то ненормальным. Все настолько аутентично, что ощущение, будто я просто попал в то время и даже не знаю, что может быть как-то иначе или лучше. И я даже не стал убирать лог на 25 кадров, который присутствует во всех 3D GTA, и даже этот момент меня не раздражает. Конечно, я замечаю нехватку кадров, ведь все уже привыкли играть в 60 плюс FPS, но здесь мне абсолютно нормально. В общем, играется шикарно, Vice однозначно одна из лучших игр тех лет. Легенда детства и та игра, которая, несмотря на свой возраст, и сейчас способна радовать и дарить улыбку. Думаю, у каждого есть крутая история знакомства с этой легендарной игрой. Я впервые поиграл в эту игру примерно летом 2005-го. Игра была с урезанной папкой аудио, то есть без радио, и самым что ни на есть легендарным потраченным переводом. Но мне было это абсолютно не важно. После Vice визуально я не помню, чтобы меня прям сильно удивила San Andreas. Но что поистине удивило, так это масштабы игры. Разные новые фишки и огромный разнообразный сюжет. Короче, тогда San Andreas была просто мега крутой игрой. По хайпу, я думаю, это было даже куда громче и удивительнее, чем предстоящая GTA 6. Просто про San Andreas говорили все, даже те, кто в игры-то особо и не играл. Как играется сейчас? На современном ПК без модов будет куча проблем и выглядеть будет так себе. По улучшению San Andreas на канале уже немало видео, но как играется на старом ПК? Да так же, как и предыдущие показанные мной игры. Круто, атмосферно и очень тепло. Особенно от того, что в San Andreas и предыдущие части я играл именно на таком мониторе. И сейчас я ловлю неслабую ностальгию по тем временам, когда ты только вчера закончил очередной класс и 3 месяца за компьютером впереди. San Andreas — это целый учебник жизни. Здесь и первая твоя татуировка, первый поход в стрипуху, первые разборки, твой первый раз и многое другое. Не игра, а целый учебник под названием «Жизнь». С GTA 4 на самом деле я даже не знаю, как начать, ведь целых 2 видео я уже рассказывал, как же она играется на этом старом ПК. Вот они, если вдруг вы не видели, то обязательно посмотрите. Скажу одно, хоть этот ПК и полностью подходит под рекомендуемые системные требования четверки, играется на нем игра не особо-то и хорошо. Но если кое-что подкрутить, то поиграть возможно. Но нужно ли так играть? Если бы это был какой-нибудь 2008 год, то конечно бы нужно. Но сейчас тут каждый уже решит сам. Вот мы с вами и подобрались к самой интересной части видео. Как же будет выглядеть, а самое главное, работать GTA 5 на этом старом ПК. Ведь по железу процессор и материнка здесь 2010 года, видеокарта 11, но все это железо не топ тех лет, а обычный среднячок. И если смотреть минимальные системные требования GTA 5, то можно заметить, что мой ПК не дотягивает по самому важному, по процессору. Все остальное в принципе пойдет, но с процессором беда, ведь пятерке нужно минимум 4 ядра, а у меня 2. Изначально я хотел запустить GTA 5 все
все на той же Windows XP, как и все прошлые игры. Ты чё, дурак, блядь? По какой-то неведомой причине я наивно полагал, что пятерка будет работать на XP. Нет, не будет. Как написано на официальном сайте, в минимальных системных требованиях должна быть Windows 10. Но на самом деле все прекрасно работает и на Windows 7. При первом запуске игры у меня появилось сообщение о том, что процессор не подходит под минимальные системные требования. Честно сказать, я впервые вообще увидел такое. Больше это сообщение не появлялось, когда я нажал ОК, игра без проблем запустилась. Все настройки автоматом были выставлены на низкий уровень. И когда я проходил пролог, я почему-то записывать это не стал. Но давайте расскажу, что же было. Были оптимистичные 40 плюс кадров в среднем, и пролог был пройден вообще отлично. Были местами, конечно, фризы, но их было немного. После пролога я думал, что все будет плюс-минус так же, и что GTA 5 на этом ПК будет идти еще лучше, чем GTA 4. Но как только мне дали управление и я оказался в городе, то картина сразу стала вырисовываться по-другому. Помнится, в комментариях под видео с тестами четверки писали, что процессор там долбится в сотку, и отсюда и плохой результат. Хотя там процессор доходил до 90-95% максимум и быстро опускался вниз. Так вот, где процессор долбится в сотку, это как раз таки в GTA 5. Средняя же частота кадров в районе 30 с просадками ниже этой отметки. При этом процессор загружен на максимум и является здесь узким местом. Видеокарта, судя по мониторингу, вообще курит в сторонке и особо работать не хочет, так как два ядра процессора просто не могут раскрыть ее потенциал. Также местами были достаточно сильные фризы, и после хорошего пролога, где все было нормально, здесь все выглядит совсем по-другому. Выходит, что играть в пятерку на двухъядерном процессоре возможно, но абсолютно некомфортно. И будет в запасе еще хотя бы пара ядер, то все могло быть совсем иначе. И они в принципе есть, ведь данный процессор имеет два заблокированных ядра, которые можно разблокировать, и материнская плата, которая установлена в данном ПК, позволяет это сделать. Разблокировать ядра в моем случае достаточно просто, нужно лишь изменить один параметр в BIOS, что я собственно и сделал, и после перезагрузки можно заметить, что процессор поменял свое название, и ядер стало на 2 больше. И казалось, это успех, но не тут-то было. Как только дело дошло до запуска Windows, здесь все и посыпалось. Загрузка просто намертво висла. Я попробовал загрузить и Windows XP, и семерку, но результат был одинаковый. Я просто не понимал, в чем дело, но погуглив немного данный вопрос, я понял, что такое бывает очень часто, и судя по ответам на форумах, вызвано это тем, что ядра, которые я разблокировал, могут быть нестабильными или просто нерабочими, или все что угодно. Ну то есть процессор стабильно работает на заявленных 2 ядрах, а с разблокировкой как повезет. У кого-то все норм, а у кого-то нет, как и в моем случае. Но мне все же было интересно, как же будет работать на подобном ПК GTA 5. И благо я нашел видео на YouTube, где была такая же видеокарта, как и у меня, но уже 4-ядерный процессор. Но даже там сильно лучшего результата получить не удалось. Безусловно, игра работала лучше, и таких фризов, как у меня, там не было, и частота кадров также была немного повыше. Но даже там местами процессор загружался на 100%, но в остальном же результат там оказался вполне играбельным, в отличие от моего. Вывод: GTA 5 на ПК условно 2008-2010 года нормально работать не будет. Играть возможно, но все же весьма некомфортно. Вот такой эксперимент получился. Пишите в комментарии, на каком ПК впервые вы запускали GTA 5, сколько было фэпэсов, обязательно подписывайтесь и увидимся с вами в новых видео.